Здравствуйте, дорогие друзья! Каждый, кто застал Советский Союз или период после него, помнит советские автомобильные канистры узнаваемой формы. Нескольких стандартных цветов и обязательно с тремя ручками. Непонятно зачем. Сейчас давайте рассмотрим, для чего у канистры три ручки и почему эта разработка была засекречена. Первое. Канистры вовсе не советские, а вполне себе вражеские. Были придуманы в нацистской Германии. Второе. Смеяться над тремя ручками, расположенными сверху контейнера, не стоит. Именно столько их там и должно быть. Сейчас, как большинство изобретений человечества, воспринимаются как само собой разумеющееся. Сложно представить, что когда-то у самих сильных и многочисленных армий мира не было возможности быстро доставлять, экономно хранить и легко использовать контейнеры для топлива. Еще до начала Второй мировой войны в Германии начали задумываться о наиболее практичных, удобных и легких канистрах для топлива определенного объема. У командования того времени было много кандидатур на роль золотого стандарта. Была даже треугольная канистра, которая действительно была легкая и удобна в использовании, но не подходила для военных нужд из-за большого количества швов и неудобной для складирования формы. В итоге идеальный вариант появился. Это была очень легкая, всего 4 килограмма, емкость прямоугольной ровной формы, обладающая массой преимуществ против оппонентов. Среди отличных инженерных решений были многие, что используются и сейчас. Но было немало и актуальных в то время, например, всю канистру, кроме резиновых деталей, можно было собрать из листового железа с минимум швов, а также готовое изделие шло в использование в быту. Но главным новшеством стали именно три ручки. Именно эта деталь отличала немецкие канистры от разработок других стран. Впоследствии конструкция была полностью скопирована и поставлена на поток, несмотря на секретность. В годы Второй мировой войны и за несколько лет до нее весь мир находился в состоянии напряжения. А нацистская Германия и вовсе готовила масштабные планы по нападению на Восточную Европу. Каждая из стран, потенциальных участниц, разрабатывала приспособления, которые помогут в случае военного конфликта. Не только оружие, но и прочие полезные в поле и в тылу предметы. Канистры вермахта скрывались немецкими властями на уровне чертежей и производственных документов. Никому, кроме немецких заводов, нельзя было производить такие контейнеры. И заказов в другие страны тоже не поступало. Но сами канистры, которые присутствовали на поле боя и в тылу, десятками и сотнями тысяч контролировать было невозможно. Постепенно технология производства канистры вермахта просочилась к противникам нацистской Германии. Предотвратить это не было никакой возможности. Конструкция канистры была очень простой и очевидной, даже для обывателя, не говоря уже о профессиональных инженерах. Войска союзников подошли к проблеме системно. В начале Второй мировой Великобритания и Франция, а также некоторые другие европейские страны, получив в свои руки примеры, запустили собственное производство, используя такие контейнеры для топлива до конца войны. Немного позже американцы тоже оценили технологию и приняли ее для масштабного производства. Советский Союз не имел возможности производить новый тип топливных контейнеров в масштабах, необходимых для нужд армии. Поэтому до окончания боевых действий пользовался импортным от войск союзников и захваченными у вермахта на местах. Чтобы понять простоту и гениальность решения дать автомобильным канистрам целых три ручки вразрез с военной экономией, достаточно посмотреть на создателя этого по-настоящему вечного предмета солдатского быта и обстоятельства изобретения. Как говорилось выше, руководителем создателей канистры, а точнее канистры вермахта, стал выдающийся немецкий инженер Винцент Грюнфогель еще в 30-е годы прошлого века. Как и большинство немцев-инженеров, он отличался не только отличными познаниями в своей области, но и уникальным практичным мышлением, создав канистру вермахта именно такой, какой она дошла до нас. Винсент учел все, что возможно для того, чтобы облегчить непростую солдатскую участь, даже, казалось бы, в мелочах. Основное назначение такого количества ручек – возможность снести канистры несколькими солдатами одновременно. Но и для воина-одиночки конструкция очень полезна на поле боя, где дорога каждая секунда. Разберем по примерам. Допустим, солдату необходимо в одиночку перетаскать как можно больше канистр за короткий промежуток времени. Нередкая задача во время военных действий или подготовки к ним. Канистры вермахта производились небольшими, как раз из расчета на силы одного солдата, так как для заправки большой техники, грузовика или боевой установки требовалось очень много таких. В тяжелой ситуации без товарищей тройные ручки помогают солдату устойчивее ухватиться и нести две сразу, если понадобится. Одиночная узкая ручка была бы неудобной. Другая ситуация. Солдат несколько.
можно значительно улучшить их условный коэффициент полезного действия. Если они будут переносить канистры вместе, одну посередине, а еще по одной на каждую свободную руку. Таким образом, два человека быстро за счет силы обоих донесут в пункт назначения целых 3 канистры, экономия времени и энергии. Совсем очевидной становится основная задумка, если подумать о пустых канистрах. Их ведь тоже необходимо отнести к месту разлива бензина или другого горючего. Пустые канистры легкие, потому солдат может легко взять их в количестве целых 4 штук. Как он их удержит? Легко. Как раз с помощью боковых ручек, которые можно подцепить одним пальцем. Основная функция канистры – служить временным хранилищем для горючего. В полевых и тем более в боевых условиях нет времени качать топливо шлангом, да и объем у канистр вермахта не тот, слишком маленький. Использовать такую емкость необходимо по прямому назначению. Скручивать крышку и сходу заливать содержимое в бак. Удобнее всего это делать с большой и устойчивой ручкой, пусть и состоящей из 3 отдельных. Владельцы современных автомобильных канистр подтвердят, что с одной ручкой тару приходится постоянно придерживать, чтобы не перевернулась в руке. С 3 ручками в этом не было необходимости, конструкция обеспечивала четкий и удобный хват. Также, чем шире ручка, тем удобнее передавать ее следующему в цепочке. Такие выстраиваются, чтобы быстро и бесперебойно поставлять куда-то топливо. При транспортировке важно понимать об экономии пространства. Канистры с 3 ручками имеют одинаковую прямоугольную форму со всех сторон и легко укладываются и ставятся друг на друга, как кирпичи. Так как никакого дисбаланса в форме нет, нарушить конструкцию даже из нескольких рядов канистр будет тяжело из-за ее устойчивости и веса. В то время как взять канистру из такой конструкции очень легко, они ничем друг к другу не крепятся. Данный нюанс позволяет солдатам тратить меньше времени на сбор и укладку. В экстренной ситуации на поле боя ни у кого не будет времени, чтобы закрепить канистры внутри кузова, так что те могут повредиться, выпустить содержимое, если было бы неплотно закручены, тем самым создавая пожароопасную ситуацию. Широкая, одинаковая по всей длине ручка была идеального размера для солдатской руки, а также для палки. Палку можно было просунуть между ручек и получить отличную фиксацию на время поездки. Всем известна тяжесть солдатского быта, особенно во время Второй мировой. На удобство нельзя было рассчитывать даже в относительно мирные периоды, не говоря уже об активных атаках или обороне. И даже здесь легендарные канистры вермахта послужили отличную службу. Благодаря ширине 3 ручек подряд канистра превращалась в полевое сиденье, низкое, достаточно широкое и удобное. Будь продумана только одна ручка, солдату пришлось бы положить ее на бок или в любое другое неустойчивое положение. Также известны случаи, когда несколько таких канистр использовали в качестве лавки-лежанки или скамейки, скрепляя несколько вместе тем же способом, что и при фиксации внутри транспорта с помощью палки. Неизвестно, придумывал ли такой вариант использования своего изобретения Грюнфогель, но получилась практически универсальная утварь. Даже спустя почти полный век после введения таких канистр в эксплуатацию, конструкция и прочая гениальность немецкой инженерной мысли поражает. Концепт до сих пор популярен и используется многими производителями по всему миру. А что вы думаете по этому поводу? Напишите ваше мнение в комментариях. Я считаю, что мнение каждого полезно и важно. Также сразу можете поделиться ссылкой на это видео со своими друзьями через мессенджеры. Им наверняка это тоже будет интересно. Надеюсь, я вам понятно все объяснил. Если это так, поставьте лайк этому видео, подпишитесь сразу на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых интересных видео. Сейчас не теряйте времени, переходите дальше на канал и смотрите другие познавательные видео. Они тоже наверняка будут вам интересны. А я пошел искать темы для видео, которые вам будут интересны.